Приступаем к построению рукава. Строить мы его будем непосредственно на чертеже для удобства. Когда вы создадите здесь чертеж рукава, у вас будет вот этот весь лист готовая выкройка. И вам не нужно будет потом, если чтобы рукав не потерялся, не порвался, ничего, у вас все на одном чертеже, разным цветом нарисовано. Полочка таким, спинка таким, а рукав третьим цветом. Для того, чтобы использовать эти чертежи впоследствии, вы будете применять кальку для перерисовки формы рукава, спинки, как вам удобно, для создания макета, примерок или моделирования. Поэтому первый вариант построения рукава я вам покажу на чертеже, а второй вариант рукава я вам покажу отдельно. Мы его создадим вне этой плоскости. Значит, приступим. Для того, чтобы создать рукав, обращаемся к нашим талмудам, к нашим меркам. У нас есть обхват плеча. Это обхват верхней части руки, самый широкий. Он у нас есть. Выписали себе на листочек, на любой листочек, и пометили такую пометку: ширина рукава. То есть это та ширина, которая будет опоясывать вашу ручку уже с прибавкой. К этой ширине нужно добавить прибавку на свободу. Какую же ее добавить? Логичней и правильней всего для того, чтобы смотрелось гармонично рукав на платье, надо применить ту прибавку, которую вы использовали в обхвате груди. Если я, строя этот чертеж по линии груди, по обхвату груди, на весь обхват добавила 4 сантиметра, значит, к ширине рукава, то есть к обхвату нашего плеча в самой широкой части, надо добавить 4 сантиметра. Это будет так логично. Но вы имеете полное право прибавить ту прибавку, которую считаете нужной. Может, вам неудобно двигаться в таком пространстве в вашей руке. Вам лучше хочется пошире. Возьмите пошире, но чтобы это гармонично смотрелось с вашим платьем. Значит, обхват плеча плюс прибавка 4 сантиметра, мы получили число, с которым впоследствии мы будем работать, строить чертеж рукава. Оно нам понадобится в половинном размере. Значит, я беру полученную сумму, делю на 2 и определяю число, которое мне понадобится для построения нашего рукава. Это что касается ширины рукава. Дальше. Для того, чтобы продолжить чертеж, нам надо измерить пройму спинки и пройму рукава и найти их общую длину, то есть сложить два этих значения. Замеряем. Уже в лонгсливе мы мерили, это ничего сложного. Ставим ленточку на ребро, находим край проймы, вот эта точка, и от плеча четко по линии ребрышком нашей сантиметровой ленты обмеряем до бокового шва. Вот до бокового шва. Записываем, что длина полочки равна вашему значению. Точно так же мы замеряем спинку и записываем, что длина проймы по спинке, и записывайте ваше значение. Для работы с рукавом нам надо эти значения сложить, то есть найти общую длину и разделить ее ровно пополам. Получаем второе число, с которым мы будем работать. Вот эти числа, полученные суммы, поделенные пополам, нам нужны для построения чертежа. Дальше. Это мы убираем. Находим линию
Длина рукава нам тоже понадобится, но это будет потом. Сейчас мы должны построить окат нашего рукава, который будет пришиваться вот сюда. Мы сейчас должны его построить и вообще найти, где он будет располагаться. Значит, в моем случае, смотрите, чертеж ушел, линия ширины груди у меня сместилась, потому что грудь моей клиентки имеет вот такую широкую выточку по своему размеру, по своей емкости. Она у меня взяла и сместила ширину нашей груди вот в эту точку из-за выточки. Значит, мы начинаем чертеж с линии, определяющей ширину груди полочки, ту, которую мы строили на чертеже, определяя, где у нас будет находиться пройма. Значит, вот эта линия от линии груди и до нулевой точки нашей. Она у меня смещена. У вас она может остаться на месте. Если у вас размер поменьше, у вас такого не произойдет. Но вы должны знать, что от линии, определяющей ширину груди, нужно начинать работу построения рукава. Поскольку она у меня сместилась, и у многих имеющих большой размер женщин она тоже может сместиться, я ее наведу. Теперь я работаю, теперь это моя линия, определяющая ширину груди. Эта линия у меня уже не рабочая. От нее я должна влево по линии проймы, влево отложить значения, полученные при вычислении ширины рукава. У меня это значение 21,8. У вас оно свое. То есть мы обхват нашей руки добавили прибавку и разделили на 2. У меня это 21,8. Значит, от линии, определяющей ширину груди полочки, по линии проймы я откладываю влево 21,8. Отложила, поставила точку. Где-то мне надо провести перпендикуляр до нашей нулевой точки. Вы можете приставить линейку, а можете еще раз замерить замерить свое значение здесь и провести перпендикуляр относительно линии проймы. Относительно вот этой линии, низа рукава. Проводим вверх до нулевой точки. До нулевой точки. Вот наша нулевая точка на чертеже. Смотрите, мы обозначили плоскость, в которой мы будем строить наш окат рукава. Вот эта плоскость. Вот это и есть ширина нашего оката. Вот это, что мы создали этот квадрат. Мы нашли ширину, но нам нужно найти его высоту оката, центр оката. Значит, будем делать все постепенно. Нам нужно перед тем, как искать высоту оката, обозначить точки сопряжения нашей проймы и на спинке, и на полочке, абсолютно произвольно, от руки, ничего не замеряя. Вот самая точка, где она хорошо прилегает к ширине нашей груди. Обязательно поставили насечку. Это вам поможет правильно вточать рукав в пройму. Такие же будут насечки и на самом рукаве. Нашли на спинке, здесь поставили, от руки никаких замеров. Вот я вижу, что она очень хорошо здесь ложится на вот эту линию, определяющую ширину проймы. И дальше она уходит от этой линии. Значит, я выбрала себе вот здесь и вот здесь. Это нам понадобится для построения чертежа. Сейчас нам надо найти высоту оката. Как это делается? У нас есть второе число, с которым мы работаем. Мы вычисляли общую длину проймы, замерили и то, сплюсовали, поделили на 2 и нашли общее число. У меня это 25, у вас будет другое. У меня нестандартная фигура, у вас оно может быть больше. Не пугайтесь, это нормально.
Просто у меня пройма спереди гораздо короче проймы сзади. Такое телосложение у человека. Значит, что мы делаем? Вот мы нашли вот эту вертикаль, которая обозначает нам ширину нашего оката, да? 25 сантиметров у меня есть свое число, у вас оно другое. Значит, я на линейке или на сантиметровой ленте ставлю значение 25 вот в эту точку. Мы же ее нашли, провели вертикаль, и вот из этой же точки мы проводим радиус, так называемый радиус. И ведем до нашей линии, определяющей ширину полочки. И вот ищем, где она с ней сопрягается. Вот. Вот моя точка сопряжения. Это и есть радиус, который мы искали. Вот эти 25 сантиметров я нашла на линии, определяющей ширину полочки. Отложила. Дальше. Наша задача замерить, что получилось от линии проймы до этой точки, до этой радиусной точки, которую мы нашли. Хорошо. У меня это 13 сантиметров. Значит, я и на этой линии, определяющей ширину нашей проймы, откладываю те же 13 сантиметров. Есть. Соединяем эти точки. В нашем квадрате мы нашли его вершину. Мы нашли ту плоскость, в которой мы будем теперь работать. Определили. Вот мой квадрат. Вот его боковые стороны. Он у меня прямоугольный. И вот его верх и низ. Вот в этой плоскости мы будем работать. Это в ней помещается вершина нашего оката рукава. То, что вточается в эту пройму. Для того, чтобы мы нашли ширину, мы нашли высоту, нам надо найти центр вершины оката. Как это ищется? Центр оката рукава ищется от контрольной точки на пройме полочки, где она сопрягается с линией ширины, крайнюю точку проймы ставим ленточку на ребро. Я получаю 13,2. 13,2. Вот это расстояние, которое, когда мы будем вшивать рукав, не имеет никакой посадки. Но для красоты посадки рукава в пройму, для того, чтобы нигде не тянуло, не перекашивало рукав ни при движении, ни стоя прямо, нам надо хоть минимальную добавить сюда посадочку. Я добавлю сюда полсантиметра, не больше. Ну, пусть у меня будет там 13,5, да? 13,7. 13,7. Я должна вот, если я поставлю 13,7, вот видите, совсем чуть-чуть у меня идет на посадочку, вот выше плечика. Если те плечики сошьются, то у вас будет полсантиметра на посадку вот в этом отрезке от контрольной точки до вершины плеча. Здесь вы эти полсантиметра должны будете очень плавненько распределить, обращая самое большое внимание именно на вот эту зону. И плавно сводить эту посадку на нет. Так, значит, у меня здесь 13,7 получилось. Теперь точно так же радиусом 13,7. От контрольной точки 13,7. Радиусом выводим к вершине нашего оката. Мы же уже нашли вершину, ставим точку. Есть. Это мы нашли центр оката. Центр. Теперь нам нужно наш этот квадрат или прямоугольник диагоналями разделить. Провести диагонали. Для того, чтобы мы построили красивый окат, вывели красивые круглые линии, и головка нашего рукава была
корректной, логичной и хорошо поместилась в пройму. Эти линии рисую потолще, чтобы вы их видели. Их сами на своем чертеже не надо рисовать толстыми. Это только тонкая вспомогательная линия, которая нам поможет определить те точки, где красиво будет ложиться наш рукавчик. Центр хорошо пометили. Теперь наша задача отмерить от контрольной точки по передней половинке на линии, определяющей ширину нашей груди, от контрольной точки рукава расстояние. У меня это 5,5 сантиметров, 5,4. 5,4. Нам надо добавить 1 сантиметр к этому расстоянию. 1 сантиметр. И отложить, это будет 6,4 в моем случае, в вашем другое. И вот это расстояние, это нижний правый угол нашего оката, перевести в верхний угол нашего оката, то есть вот это расстояние плюс 1 сантиметр поместить сюда. Пока говорила, уже и забыла, сколько у меня. У меня 5,4, 6,4, значит, надо плюс 1, 6,4. Вот. И построить границы. Для чего нам надо? Чтобы красиво вывести этот окат. Значит, центр нашли, контрольную точку нашли. Соединяем эту контрольную точку по спинке с центром. Соединили. Соединили. Теперь этот центр с контрольной точкой по передней половинке. Через контрольную точку по передней половинке. Соединили. Есть. И эту контрольную точку, которую мы нашли, расстояние плюс 1 сантиметр, соединить с нашим боковым швом. Это нам поможет найти точки, вот эти точки пересечения являются точками, определяющими высоту скругления по нашему окату. По спинке, как правило, они немного больше, чем по переду, они больше, чем по спинке. Если по спинке 1-1,5 сантиметра, то по переду 1,5-2 сантиметра. Здесь я возьму, я, наверное, по спинке возьму 1 сантиметр, потому что у меня очень-очень плоский крой, очень облегающий. Я возьму 1 сантиметр. Значит, вот, от этой точки я отступаю 1 сантиметр, и это дает мне возможность соединить вот эти точки красиво и обрести головку нашего рукава. Так, а от этой точки я отступлю 1,5 сантиметра. И вот, объединяя центр с этой точкой, которая дает мне выпуклость, и контрольной точкой, я получу красивую форму оката рукава. Ее можно нарисовать кругленько под лекало, а можно нарисовать от руки. Попробуем нарисовать лекальным способом. Что у нас получится за формочка? Нет, мне не нравится под это лекало. А лекало рукава у меня где-то лежит. Ладно, объединим так, как ведет наша ручка. Пока что сильно не наводите. Навожу только для вас, чтобы вы понимали и не путались в этих точках. Этих точек не так-то и много. Всего с 2 значениями работаем, поэтому ничего сложного в этом нет. Смотрите, у нас оформилась вершина оката рукава. Вот, она оформилась. Теперь для работы дальнейшей нам надо вот эту линию четко отобразить вот сюда. Вот прям хотите калькой нарисуйте, переложите и здесь обрисуйте. А хотите просто перенесите. Значит, для этого надо от бокового шва
до линии, определяющей ширину груди, замерить расстояние. У меня ровно 6,5 сантиметров. Откладываю эти 6,5 сантиметров сюда. Я знаю, что у меня здесь 2 сантиметра. Значит, я должна отложить те же 2 сантиметра. Бисектрису, те же 2 сантиметра. Но мне надо четко повторить на рукаве вот эту линию. И я ее пытаюсь повторить. Пользуясь вспомогательными точечками. Кругленько, плавненько повторяю эту линию. Вот. Смотрите, как у нас красиво получилось. Вот наш рукавчик, уходящий отсюда через точку вот сюда. Вот так. То же самое надо проделать и с левой стороны рукава по спинке. Но для этого мы должны сначала отложить ширину нашего рукава. Мы же считали, какая у нас ширина рукава. То есть общий обхват нашего плеча плюс 4 сантиметра на свободу облегания равно 43,5. Мы откладываем от крайней точки. От крайней точки. Откладываем то, что вы намерили. В моем случае 43,5. 43,5. У меня здесь не помещается. Объясняю почему. Потому что у меня полочка шире спинки. Это не проблема. Бумага у нас есть, мы ее приклеиваем. Или раздвигаем наш чертеж. У вас так не будет. У меня особенность фигуры. Это не так часто встречается. У вас рукав поместится на чертеже. Сорок 43,5. По линии проймы продлеваю 43,5. Вот есть. Вот эта точка. Значит, мне надо теперь повторить вот эту линию отсюда. Вот сюда плавно свести ее. Не так вот прям плотно повторить, но тем не менее. Нужно ее красиво, плавно, этот рукавчик, свести в этот край. Вот. Вот у нас вырисовался окат рукава. У меня он такой, потому что нестандартная фигура. У меня глубина проймы переда намного меньше глубины проймы спины. Поэтому и рукав, соответственно, у меня такой. Есть. Центр у нас тоже обозначен. Обозначаем центр рукава, проводя линию. На этом центре мы откладываем длину нашего рукава. Обращаемся к нашим меркам, которые мы готовили перед кроем. И у нас длина рукава, в моем случае 60 сантиметров. Я и откладываю. От вершины оката по центру 60 сантиметров. Есть. В данном случае это будет совершенно прямой рукав. Совершенно прямой. Мы просто опускаем вниз линии по краю рукава, не учитывая ни обхвата руки внизу, ничего. С низом рукава, созданием выточки мы будем работать. И будем рассматривать, будет ли рукав с выточкой или без выточки.
Это просто трафарет, в котором можно творить и создавать. Значит, опускаем из этой точки тоже просто вот ровную линию. 60 сантиметров. Ой, 60 сантиметров. Просто ровную линию. Это у нас внутренний срез рукава, а это локтевой срез рукава. То есть, когда мы их сошьем, в них поместится ручка. В него войдет рукав, в этот рукав. Вот наш рукав. Вот линейка и вот край. Вот так вот прямо идет рукав. Ширина руки моей клиентки вот такая, с прибавкой. Аж вот такая. И у вас она будет не меньше. 58-56 размер, меньше 50 у вас она не будет. Никак. Значит так. Рукав наш практически готов. Вот эта линия мне не очень нравится. Мне кажется, я ее не очень корректно повторила. Как-то топорно. Значит, я ее беру тупо и исправляю. И все. Проверить правильность чертежа можно элементарно. Вы замеряете вот это расстояние от контрольной точки до бокового шва. И оно у вас должно идеально лечь. Вот. И оно должно у вас идеально лечь вот сюда. На вновь созданный окат. Вот у меня идеально легло по верхней линии. Значит, форма моего рукава по переду. Ой, нарисую вам рукав другим цветом. Выглядит вот так. По верхней линии. Вот. Проходя через точку контрольную, выходя на вторую контрольную точку, к центру, перемещаемся на спинку, выходя на контрольную точку, плавным срезом, вы наводить этот рукав не спешите, потому что вы еще должны померять и определить, какая посадка у вас получилась. Может, вам придется поработать над тем, чтобы уменьшить посадку. Для того, чтобы уменьшить посадку, когда вы будете вточать в пройму рукав, надо всего лишь вот эти точки, которые мы нашли с вами, через которые округлили наш окат, сделать ниже, опустить ниже там на полсантиметра, на 3 миллиметра. И даже иногда можно немножечко опустить центр, но немного. Лучше с центром не играться, но в крайних случаях это можно сделать. Немного убрать с ширины. Если вы уберете по полсантиметра, значит 3 миллиметра здесь, 3 миллиметра здесь, вы тем самым уменьшите посадку на порядок, вплоть до нескольких сантиметров. Обращаемся к меркам. Вот общая длина нашего оката. Она у нас общая длина нашего вместе сложенный перед и спинку, длина нашей проймы получается 50 сантиметров. Значит, вот это расстояние должно быть 50 сантиметров плюс то, что получилось при посадке рукава, при втачивании его в пройму. Замеряем наш окат рукава. Не хочет он так садиться, я вот так посажу. Замеряем наши красные линии. Общую. Можете сразу обозначить, сколько по спинке, сколько по полочке. Я так и сделаю. До центра довожу. У меня 23,03 перед. 23,03. Ну, 23,3. Дальше. Меряю спинку. А можете общую мерить? Это я для себя, чтобы знать, сколько мне припосадить вот здесь и сколько припосадить вот здесь. Чтобы равномерно сделать посадку. 29,2. 29,2. Пишу.
29,2. Большая часть посадки у меня появилась на спинке. У меня спинка 27 сантиметров. Значит, здесь 2 сантиметра и здесь. У меня на посадку всего лишь 2,5 сантиметра. И эту посадку я перенесу, эту контрольную точку. Я должна буду от контрольной точки до центра оката разместить вот эти 2 сантиметра, а здесь 0,5. Вот в этом пространстве, вот на этой длине я должна разместить посадку рукава, которая у меня образовалась при его построении. В моем случае это 2,5 сантиметра. У вас может получиться гораздо больше, не пугайтесь. 4 сантиметра – это допустимо для среднего облегания. Просто вы равномерно на вот этом участке это все распределите. У меня идеально, то есть плоский крой, очень сильно облегающий руку. То есть в этом рукаве двигаться будет практически невозможно, если это не трикотажная ткань. Это облегает руку, и всего лишь там 4 сантиметра на полный обхват, это ничего, ни о чем. Значит, что я делаю? Смотрите, здесь у нас и на рукаве, и на пройме совпала контрольная точка. Есть. Первая контрольная точка. Вершина оката. Вторая контрольная точка. Эта точка будет на стыке двух плечевых срезов спинки и полочки, когда они сошьются. Вот это является контрольной точкой для смыкания этих линий. Значит, первая, вторая, третья – это боковой шов. То есть шов по рукаву будет приложен вот сюда. И четвертую контрольную точку мы должны найти на спинке, на рукаве, потому что на пройме у нас она есть. Значит, отмеряем от той точки, которую мы произвольно намечали, до бокового среза 12,7. И здесь отмечаем на рукаве 12,7. Вот она, эта точка. Помечаю. У меня на рукаве контрольная точка вот. Вот от этой точки до вот этой точки через центр надо распределить равномерно, красиво нашу посадку рукава. В этой зоне 0,5 сантиметра, в этой зоне 2 сантиметра. Очень плавно, без заломов, без загибов. Продлеваем наш рукав вниз. И вы можете оставить его на этом чертеже, как он есть. А можем его доработать. Построить выточку. Это легко, быстро и просто. Невзирая на то, что мы работаем на чертеже, на котором уже куча всяких линий. Это не важно абсолютно. Мы построили просто прямой рукав, а теперь мы хотим его облагородить. У нас ручка к низу сужается, значит, мы должны сузить рукав. Вот, настолько сузить мы его не можем, как наши запястья. Просто взять и тупо провести эти треугольные линии. Это будет некрасиво, особенно на полной ручке. Значит, наша задача первая, что вот границы нашего рукава. Вот они. И пошли прямо вниз. Длину рукава каждый свою отложил и обозначил низ рукава. Мы возвели в рамки наш рукав. Нам нужно по центру рукава, она у нас определена, эта линия, найти линию локтя. Значит, либо вы отмечаете от края плеча у себя на своем теле, измеряя свою руку до уровня локтя и определяете длину локтя вашего, берете вершину рукава и низ рукава, делите пополам. И плюс 4. Это и будет линия локтя. Находим эту точку. Вот эта точка. Значит, от этой точки я должна провести перпендикуляр, горизонтальную линию. Для чего? Для того, чтобы мы на ней могли работать и строить нашу выточку. Мы будем строить рукав с выточкой. Делим, проводим линию. Что у нас получилось? У нас есть центр рукава, его внутренняя часть, его локтевая часть.
От этого центра мы и будем плясать. Теперь нам надо определить ширину нашего локоточка. Как это делается элементарно, без заморочек и безошибочно. В изделиях облегающих, плотно облегающих, не требующих припусков на свободу облегания. Они уже сразу сюда заложатся. Смотрим. Сгибаем ручку. Сгибаем ручку. Вот острие нашего локтя. Кладем сантиметровую ленту вот сюда, где мы сгибаем ручку. Вот согнули и положили ленту. Огибаем острие локтя и приводим нашу ленту к этому краю, который мы зажали. Вот, проверили. Туговато, надо еще чуть-чуть добавить. Вот, все. Вот мне вот так вот рука в очень плоском, в очень плотном крое согнется. Она согнется. Она будет немножечко плотненько, но она согнется. Понимаете? И у вас вот, когда вы выровняете, смотрите, какая свобода на рукавчике. Это на плотно облегающее изделие. Дает возможность рукав согнуть руку. Все. И смотрим на показания. 29 сантиметров. Ну, это в моем случае. В случае моего клиента это 39. Отнять от общей ширины рукава вот это значение, что мы сейчас замерили. Обхват нашего локтя. В моем случае 43,7 минус 39. У меня остается разница 4,7 сантиметра. Нам эту разницу надо распределить. И спереди заузить, и сзади заузить. Но спереди заужается меньше, чем сзади. Значение должно быть меньше, чем сзади. Значит, для того, чтобы вычесть это значение, что я делаю? Я беру вот эту полученную цифру при вычитании ширины локтя из общей ширины рукава, делю на 2, получаю какой-то результат. В моем случае это 2 сантиметра, 2,35. Можно округлить до 2,4 или просто оставить 2,3, если у вас двойное значение вот такое получается. Вы на линейке это никак не сможете отобразить. Значит, полученную разницу разделила на 2, получила какие-то результаты. И этот результат надо распределить между спинкой и полочкой. Я для себя определила, что от этого значения я полочку сделаю меньше на 0,7. Значит, что я делаю? От этой цифры отнимаю 0,7 и пишу. Полочка, получается вот такое значение. А на спинку к этому значению я прибавляю 0,7. Вот я определила, что у меня будет рукав попереду уже, чем по спинке, на 0,7. Все, я и добавила к спинке, к значению, полученному при вычитании и делении, 0,7. Получила 3,1. Я могу сделать 3, у меня было там 3,05, я округлила до 3,1. Вот есть два значения, которые мы должны отложить от края нашего рукава. Значит, что я делаю? Нарисую другим цветом, чтобы вы не путались, как бы, даже не знаю, как вам обозначить, чтобы вы не путались с вот этими выточками. Но вы не будете путаться. Значит, мне надо по линии локтя от внутреннего края рукава, со стороны переда это значит, отложить, уйти в сторону на 1,7. Вот эта точка, 1,7. Вот эта точка. Это мы заужаем рукав к локтю. От проймы нашей подмышки мы заужаем рукав. И я могу эту линию сразу же провести тоненько. Пока что она не рабочая, она вспомогательная. Есть. А сзади от локтевого среза по линии локтя я должна уйти на 3,1. Ухожу на 3,1. Вот эта точка. Соединяю тоненькой линией. Она у нас еще пока что не постоянная. Почему не постоянная?
Мы не можем сделать вот такой треугольный рукав. Ну, никак не можем. Нам надо здесь пройтись хоть немножечко прямо. Ну, хоть бы 2-3 сантиметра. Для красоты рукава мы тогда определимся с этим срезом, когда будем выводить четкую форму рукава. Поэтому точки обозначайте хорошо, чтобы вы потом не путались. Вот она и вот она. Вот эти точки. Проработали эту часть. И у нас осталось что? Низ от локтя до низа рукава. И в этой части нам нужно поработать, сузить низ, но так, чтобы рука прошла в этот рукав. Построить выточку, поскольку у нас рукав с выточкой. Для этого нам надо взять центр рукава и край рукава, который мы раньше строили, прямая линия. Поделить это расстояние пополам. У меня 25,5. Это будет где-то 12,7. Ставлю точку. 12,7. Для того, чтобы ровненько провести это, 12,7. Я его отложу и здесь. Ну, так, для того, чтобы просто провести ровную линию. Вот. Есть. Вот я делю наш рукавчик. Сверху до линии локтя. Сверху до линии локтя. Вниз не ведите. Нельзя. Нельзя. Только до линии локтя. Вот мы поделили наш рукавчик, его локтевую часть пополам. Для чего мы это сделали? По правилам, по канонам вы можете плясать уже от этой точки. Дальше строя выточку. Я предпочитаю уйти ближе к центру еще на 1-1,5 сантиметра. Я уйду на 1 сантиметр. На 1 сантиметр проведу ее дальше. Ближе к центру. Я объясню почему. Вы можете так не поступать, но я рекомендую. Когда вы будете внизу строить выточку, ее раствор какой-то, он не может превышать 5 сантиметров. Это максимум допустимый для выточки на рукаве. Для худых, тоненьких ручек или малых размеров 4 сантиметра максимум. Это вы должны запомнить и знать. И вот когда вы будете распределять здесь эту выточку, она может очень близко, потом край ее расположен к шву стачивания локтевого и внутреннего на рукаве. И смотреться несимметрично, некрасиво. Мне не нравится. Я всегда ухожу ближе к центру на вот этот сантиметр. Рисую эту линию, от которой я буду работать. Вот она моя линия. До локтя, дальше мы не пляшем. Вот эту я убираю, я вам показала, как по правилам. А я ухожу ближе к центру и вам рекомендую. Значит, мы заузили рукав по локтю. Теперь нам надо заузить рукав по низу, учитывая, что обхват руки, обращаемся к нашим меркам. Обхват руки внизу моего клиента 20,5. Себе помечаю 25. Я отмерила руку так, чтобы с учетом кисти, чтобы рука прошла в этот рукав. Мне не надо добавлять никаких припусков на свободу. Абсолютно. Потому что я хочу этот рукав сделать узким и, может быть, на застежке, чтобы он не болтался, но чтобы он не плотно облегал руку, а все же свобода здесь была движения. Обязательно. В моем случае это 25. Мы имеем 3 измерения. Нам надо заузить переднюю часть рукава по внутреннему шву, локтевую часть рукава заузить и в этом пространстве еще и поместить выточку. Это 3-й узел внизу нашего рукава. Значит, нам надо так заузить вот это расстояние, которое мы имеем.
надо замерить. Оно у нас уже, когда мы строили локоть, известно, 40, в моем случае 43,7. Вычесть вот эти 25. Вычесть 5 сантиметров на выточку. И распределить эту разницу, как нам где заужать. По низу рукава я всегда беру расстояние, отступая от края, немножечко меньше, чем я отступала от локтя. Если я заужала локоть, скажем, почти на 2 сантиметра, то здесь я заужу на 1,5. Уйду на 1,5 от краю. Если вы здесь заужали на 4 сантиметра, у вас ручка поуже, особенно в размерах поменьше, то значит здесь на 3. На 3, значит на 2. Ориентируйтесь так, чтобы ваша линия была красивая. У моей клиентки рука очень широкая, до локтя полненькая, а дальше идет стандартная обычная. Вот, поэтому у меня будет рукав вот такой формы, у вас он будет другой формы. Вот, провожу линию от локтя, от точки, где мы сужали на локте, я соединяю с передом. Есть, я получила точку. Значит, 43,7 минус 25. Это будет 2, 23 и 2. 23 и 2. Разница. Мне надо будет убрать 23 сантиметра и 2 миллиметра. 2 миллиметра могу проигнорировать для удобства работы. Просто проигнорировать. 2 миллиметра на общей ширине это никак не отразится. Полсантиметра или сантиметр вы уже как бы игнорировать не можете. Значит, из этой разницы 23 сантиметра я уже 1,5 убрала. Значит, у меня осталось... Сейчас я вам так буду писать, чтобы вам было понятно. Вот у меня есть листик. Разница 23 сантиметра. 1,5 сантиметра я уже убрала. Значит, у меня осталось 21,5. Осталось в моем случае, у вас это будет другая цифра. У нас есть еще выточка. Она у нас шириной, в моем случае 5 сантиметров, у меня большой размер. Ну, это 16,5, я так думаю. Нет? Да, 16,5. Значит, смотрите, вот это 16,5, полученное при вычитании выточки из вот этого излишка оставшегося, мне надо убрать со стороны локтевого среза по нижнему краю рукава. Это излишек, который меня не интересует. Мы уже выточку сюда в ширину рукава заложили, нашу ширину заложили, значит 16,5 я могу смело убирать, а вы убираете свою разницу. Мы получили крайнюю точку локтевого среза по низу рукава. Мы должны ее соединить с локтем, чтобы получить наши рамки красивого рукавчика. Пока что не буду наводить, потому что он топорный, угловатый. Вот когда мы будем скруглять, вот тогда я вам наведу, и вы четко увидите границы рукава на своем чертеже. Как нам же теперь разместить эту выточку? Зачем мы уходили на этот сантиметр? Понимаете? Теперь надо нам выяснить. Вот пересечение с линией локтя, вот той линии, которую мы на сантиметр углубляли к центру. То есть мы поделили ширину базы до середины рукава, нашли точку, отступили к центру на сантиметр. Нам ее нужно провести параллельно вот этому срезу, нашего локтевому срезу нашего рукавчика. Провести вот так вот параллельно этому срезу. Вот это и будет центр нашей выточки. Вот это и будет центр нашей выточки.
Значит, поскольку это центр выточки, вот, хотя в этом случае, смотрите, вот как раз тот случай, когда не сработал этот мой пример, потому что у меня центр выточки ушел прямо к центру рукава, вот сюда. Это некрасиво, это нехорошо. Значит, в этом крое, вот в такой нестандартной руке, это не работает. Я посмотрела и вижу, что лучше ее провести по технологии, по стандартам и разместить так, чтобы у меня к центру рукава выточка не касалась. Ну что это такое посередине, прям будет у нас какой-то шов. Он нам не нужен. Значит, возвращаемся к этой линии. В вашем случае она не будет доходить до центра, потому что у вас нет такого широкого локтя и такой узкой внизу входа в рукав, такого узкого, понимаете? У вас это нестандартная фигура, поэтому вот эту линию я убираю. Она мне не подходит. Вот я определила чисто визуально. Это мое право, и я его использую. Точно так же и вы можете смотреть, как на вас будет лежать и смотреться эта вещь. Значит, вот центр нашей выточки. Наша задача от этого центра. Мы выяснили, что выточка у нас 5 сантиметров. Значит, в каждую сторону от центра по 2,5 сантиметра. Откладываем. Вот границы нашей выточки. Вот границы нашей выточки. Наша задача привести эти границы к линии локтя. Или локтя. Кстати, я сказала, так задумалась быстро. И теперь сомневаюсь, а как же правильно. Есть. Мы построили нашу выточку. Я могу ее смело нарисовать красным цветом, но при этом уравнивая длину сторон этой выточки. Мы равняем выточку по вот этому крайнему срезу, по ближнему к локтевому срезу. Вот эта точка, вот 31. И тогда вот этот край мы равняем на точку 31. Мы должны соединить крайнюю точку вот с этой точкой. Вот с этой точкой. Вот. Уводя. Вот. Вот край нашей выточки. Я даже его позначу дважды. То есть мы меряем по вот этой до низа рукава. Вот она. 31 сантиметр. Вот еще раз наведу. Здесь откладываем точно так же. 31 сантиметр. Вот наша правильная выточка. Вот она. Вот это. Если мы здесь углубили рукавчик, то здесь мы его наоборот, снизу руки нашей, наоборот, чуть-чуть выпячиваем для красивого прилегания на руке. Берем лекало. Точно так же вот это поделим пополам там. И, тут уходили мы на полсантиметра, так выгибали эту линию. То есть мы не рисовали ее прямо. Если нарисуем прямо, то вот тут будет расстояние в полсантиметра. Вот. И доводим эту точку кругленько до нашей линии. Здесь у нас центр. И если мы соединим эти точки, они пойдут вот так. Вот. Вот так. И здесь немножко уходя. Вот такая форма рукава. Вот. Но когда мы будем зашивать наш рукав, нашу выточку на рукаве, вот смотрите, соединять эти точки. Соединять эти точки. Видите, наша линия очень красиво. Смотрите, как она красиво ляжет. Видите, вот она красивая наша линия. Вырезать вот эту линию, когда вы будете на кальке, только в сложенном, или вот сейчас сложите
И обозначьте линию разреза, как вы будете вырезать, потому что уйдет вот сколько. Будет неровный край. Видите? Вот здесь будет выглядеть она вот так. Вот так. Понимаете? Поэтому, когда вы на кальке будете делать копию этого рукава, вы закроете выточку, соединяя края выточки и уходя к центру. Только тогда вы можете с припуском вырезать на кальке или без припуска, потом прибавить припуск. И когда вы развернете, вот эта линия будет уходить сюда. Вот. Понимаете? То есть вот как, вот где вершина. Вот так будет выглядеть выточка в вырезанном виде. Вот так. А в готовом виде она выглядит вот так. Закрыли и получили вот какую красоту. Видите, какой красивый срез. Обязательно учтите, замеряем по крайнему ребру выточки. Еще раз повторяю, чтобы вы не ошиблись. Обозначаем обязательно центр выточки, непременно, для удобства ее сборки потом в процессе кроя. Посмотрите, какой прекрасный рукав получился даже на такую широкую руку, на такую выпуклую руку. А у вас он будет гармоничный, не будет здесь вот такого очень большого загиба рукава, но он уже показывает, что наш локоток уходит, вот как мы стоим, и локоток у нас уходит вперед, так и наш рукав уже собранный сам попросится лечь правильно. Я благодарю вас за внимание, дорогие мои. Даже не показываюсь, потому что я немножко уставшая, но все равно спасибо вам огромное за труд, за этот, что вы меня выслушали, что вы учитесь по моим каким-то технологиям, по моему опыту. Вот, спасибо вам огромное, до новых встреч. Будем еще кроить, будем еще творить. До свидания, мои дорогие подруженьки. И ребята, у меня и мужчины появились в подписчиках.